Первый легкий бензиновый трактор был построен в 1902 году. Машина оснащалась трехлитровым 24-сильным двигателем, одноступенчатой коробкой передач и весила 1800 килограмм. Ее изготовил англичанин по имени Дэн Альбоне. Свое детище он назвал Ivol Agricultural Motor, что переводится как сельскохозяйственный мотор Ивола. Это первый серийный компактный трактор в истории машиностроения. За 17 лет было выпущено около 500 экземпляров. Друзья, всем привет! Это 52-й выпуск серии Pro, и сегодня мы снова говорим про малогабаритные тракторы. Одним из самых необычных компактных тракторов считается американский Von Flex Dread. Он выпускался практически без изменений на протяжении 50 лет, с 1932 по 1980 год. На первый взгляд машина напоминает гусеничный мотоблок, однако отличается рядом уникальных характеристик: трехступенчатой коробкой передач, бортовыми фрикционами и отдельным реверсом на каждой гусенице. Мощность двигателя 8 лошадиных сил, собственная масса около 200 кг. Эта техника применялась для вспашки и культивации садовых участков, работы в питомниках и теплицах, транспортировки легких грузов и уборки снега. Она могла оснащаться длинными рукоятками, как у мотоблока, либо иметь ступеньки и сиденья. В последнем варианте управление осуществлялось при помощи коротких рычагов. Всего было изготовлено около 15 тысяч штук. Другим, менее компактным, но не менее интересным садовым трактором был John Deere Lindemann BO. Эта машина стала результатом сотрудничества John Deere и Lindemann Power Equipment Company, которая специализировалась на переоборудовании колесных машин в гусеничные. John Deere BO оснащался двухцилиндровым 16-сильным керосиновым двигателем с зависимым валом отбора мощности, а также имел 4 передачи вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения составляла 6 км в час, а тяговое усилие на крюке около тонны. В 1936 году было собрано всего 10 таких машин, а к середине 1940-х уже более 1500. Параллельно выпускалась модель John Deere Lindemann BR, однако ее выпуск был крайне мал. За 11 лет произвели менее 30 штук. Обе модели разрабатывались для работы на тяжелых почвах и продавались преимущественно в западных штатах США. Впоследствии сотрудничество закончилось тем, что John Deere купила компанию Lindemann и создала собственный отдел разработки гусеничной техники. Еще одним гусеничным представителем американского континента стал Oliver OC3. В модельной линейке компании он появился после поглощения фирмы Cleveland Tractor Company, благодаря чему все ее разработки перешли к Oliver. Основой для создания машины послужил Clitrac AG образца 1939 года. Трактор весил более 1,5 тонн и предназначался как для сельскохозяйственных, так и для строительных работ. Мощность двигателя 22 лошадиных силы, количество передач 3, максимальная скорость движения 5 км в час. В зависимости от компоновки колея могла меняться в диапазоне от 100 до 170 см. В качестве опции трактор мог оснащаться валом или шкивом отбора мощности, бульдозерным отвалом, либо фронтальным погрузчиком. Всего было выпущено около 2000 экземпляров. Следующий пример необычной техники также родом из США, и на первый взгляд на трактор он совсем не похож. Hiller Yard Hand 100, что переводится как «рабочий на площадке Хиллера», был создан инженером и авиаконструктором Стэнли Хиллером. Его замысел заключался в том, чтобы разработать небольшой, но надежный агрегат для ухода за приусадебным участком. Машина оснащалась одноцилиндровым двигателем мощностью 1,5 лошадиных силы, двухскоростной ременной трансмиссией и имела массу всего около 100 кг.
качестве навесного оборудования предлагалась 20-дюймовая барабанная косилка, разбрасыватель семян и удобрений, 175-килограммовый каток для газона и кузов-самосвал грузоподъемностью около 90 кг. Дополнительно можно было установить инсектицидный распылитель, кусторез и трехсекционную прицепную косилку. Стоимость Yard Hand составляла $230. Производство велось с 1953 по 1955 год. Одним из самых маленьких садовых тракторов середины 60-х годов считается гусеничный Lennox Kitty-Track 600. Компания Lennox, известная как производитель отопительного оборудования, в 1964 году решила попробовать себя в машиностроении. И этот эксперимент оказался весьма удачным. Kitty-Track оснащался бензиновым двигателем мощностью 6 лошадиных сил и имел одну передачу вперед и одну назад. В стандартный комплект навесного оборудования входили две роторные косилки различной ширины на выбор, бульдозерный отвал и роторный снегоуборщик. В январе 1965 года базовая версия Kitty-Track стоила около $540. Всего было выпущено примерно 200 экземпляров, из которых до наших дней сохранилось не более 50. Интересным примером сотрудничества между крупным автомобильным производителем и специализированной компанией в области садовой техники стал трактор Ford T800. Он был создан фирмой Jacobson в 1965 и выпускался всего 1 год. Длина машины составляла 154 см, ширина 83, колесная база 106. В качестве силовой установки использовался одноцилиндровый бензиновый двигатель Kohler мощностью 8 лошадиных сил и рабочим объемом 305 кубических сантиметров. Трансмиссия была 6-ступенчатой. В стандартное навесное оборудование входило 36-дюймовая косилка, снегоуборщик и передний отвал. В 1966 его сменил мини-трактор Ford 80. В 1967 году Sieves Truck Corporation представила свой первый компактный бульдозер MD-34. Его масса составляла около 600 кг, а мощность 15 лошадиных сил. Мини-бульдозер представлял собой машину с полностью ременным приводом, за исключением конечной передачи, и продавался как в собранном виде, так и в виде конструктора, который нужно было собирать самому. Он применялся для выполнения ландшафтных работ и уборки территорий как в личном, так и в коммунальном хозяйстве. Ширина отвала 107 см. Подъем осуществлялся вручную или с помощью электропривода. Выпуск модели продолжался всего 1 год, после чего ее сменила усовершенствованная модель MD-40. В настоящий момент компания занимается производством не только мини-бульдозеров, но и мини-экскаваторов. Итальянский трактор Pasquale 980 появился в 1970 году. В основе машины лежала шарнирно-сочлененная рама, позволявшая трактору складываться при поворотах, благодаря чему задние колеса проходили точно по колее передних. Масса трактора 980 кг. Общая длина 245 см. Сердцем Pasquale стал двухцилиндровый дизельный двигатель Lamborghini LDA 832 с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 37 лошадиных сил. Трансмиссия была трехступенчатой с 3 диапазонами, то есть в сумме 9 передач вперед и 3 назад. Максимальная скорость движения достигала 13 км в час, минимальная 0,7 км в час. Рулевое управление могло быть как механическим, так и гидрообъемным. Трактор оснащался трехточечной гидравлической навеской и двухскоростным валом отбора мощности. Применялся он в основном в садах и виноградниках, выполняя весь комплекс работ, от вспашки и культивации до опрыскивания и сбора урожая.
Одним из первых европейских мини-тракторов, активно закупавшихся Советским Союзом, стал чехословацкий ТЗ-4К-14. Он производился компанией «Агрострой Простиев» с 1972 года и представлял собой полноприводную сельскохозяйственную машину массой около 870 килограммов. ТЗ-4К оснащался одноцилиндровым дизельным двигателем мощностью 12 лошадиных сил, четырехступенчатой коробкой передач, реверсом и гидравлической навесной системой. Машина применялась для вспашки, культивации, фрезерования и транспортировки грузов. В конце 1980-х годов в СССР была разработана собственная версия этого трактора МА-6210. Однако в серийное производство она не пошла. Оригинальная же модель выпускалась до середины 1990-х годов и впоследствии стала основой для трактора МТ-8132. А теперь перенесемся в Японию. А где Япония, там и Honda. Свой первый садовый трактор эта компания выпустила в 1984 году, и это была модель HT3810. Масса машины 247 килограммов, колесная база 116 сантиметров. Под капотом устанавливался одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda G400 объемом 406 кубических сантиметров и мощностью 10 лошадиных сил. Система охлаждения воздушная, запуск электрический. Трансмиссия имела 5 передач, ручное сцепление и независимый вал отбора мощности. Максимальная скорость движения достигала 8,5 км в час. В качестве навесного оборудования трактор комплектовался газонокосилкой, расположенной прямо под рамой. Одной из первых моделей в линейке профессиональных газонокосилок Kubota стала фронтальная косилка Kubota F2000. Она выпускалась всего 2 года, с 1986 по 1987, и заложила основу для всех последующих машин этого класса. Масса косилки 625 килограммов, мощность двигателя 20 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия гидростатическая с 2 передачами вперед и 2 назад, максимальная скорость движения 15 км в час. Модель F2000 оснащалась двухскоростным независимым валом отбора мощности, позволяющим включать косилку прямо на ходу. Косилок, кстати, было 2 на выбор, шириной 150 или 170 сантиметров. Также была возможность установки снегоуборщика, благодаря чему машина могла использоваться круглый год. Уникальным примером советского инженерного творчества стала самоходная бортоповоротная тележка ТС-350. Она была создана Тюменским моторным заводом в 1989 году и первоначально использовалась как внутрицеховой транспорт. Длина машины составляла 2 метра, ширина 1 метр 40 сантиметров, масса 500 килограммов. ТС-350 оснащался одноцилиндровым двигателем УМЗ-5Б мощностью 5 лошадиных сил и имел 4 передачи вперед и 2 назад. Благодаря независимому приводу каждого колеса машина могла разворачиваться на месте. Низкая высота грузовой платформы и малое удельное давление на грунт позволяли применять самоходку для решения самых разных задач. От перевозки штучных и сыпучих грузов до выполнения сельскохозяйственных, коммунальных и других видов работ. На специальные крепления можно было установить плуг, культиватор, подъемник и другое навесное оборудование. С 1989 года до середины 90-х было выпущено около 20 тысяч экземпляров. Работы над мини-трактором ХТЗ Т012 были начаты еще в 1980-х, однако в серийное производство модель поступила только в 1990-м. Основной задачей конструкторов Харьковского тракторного завода было создание надежной, простой в эксплуатации и доступной по цене машины, способной заменить ручной труд на небольших участках площадью до 2 гектаров.
трактор оснащался 12-сильным бензиновым двигателем СК, либо дизельным двигателем Перкинс, шестиступенчатой коробкой передач, 4 вперед и 2 назад, гидравлической навесной системой и валом отбора мощности. Часовой расход топлива составлял 3 литра, а максимальная скорость движения достигала 15 км в час. Специально для модели Т-012 был разработан комплект сельскохозяйственных орудий, включавший в себя плуги, культиваторы, бороны, косилки и различные прицепы. Выпуск ХТЗ продолжался до конца 90-х годов, а в начале 2000-х производство было налажено на Курганском машиностроительном заводе. Параллельно с Харьковским тракторным заводом работы над компактными сельскохозяйственными машинами велись и на заводе «Карпат-Агромаш». Первый серийный мини-трактор под названием «Прикарпатец» сошел с конвейера 19 июля 1991 года и получил индекс ТМК-01. Сердцем новой машины стал бензиновый двигатель УД-15 мощностью 8 лошадиных сил, впоследствии замененный 12-сильным двигателем УД-25Г. Трансмиссия имела 6 передач вперед и 2 назад. Масса трактора 820 кг, максимальная скорость движения 18 км в час. Прикарпатец оснащался самосвальным кузовом, гидрообъемным рулевым управлением, валом отбора мощности и использовался не только в частном домовладении, но и в коммунальных службах. Производство трактора продолжалось 8 лет, и за это время было выпущено несколько тысяч экземпляров. Модель ТМК-01 послужила основой для целой линейки мини-тракторов завода «Карпат-Агромаш», в которую также вошли модели ТМК-02, ТМК-03, ТМК-04 и ТМК-07. Все они имели шарнирно-сочлененную раму, полный привод и универсальное прицепное устройство для подключения навесных, полунавесных и прицепных сельскохозяйственных машин. В 1992 году белорусский завод «Гомсельмаш» наладил производство мини-трактора АМЖК-8. Он позиционировался как многофункциональная сельскохозяйственная машина для частных подворий и небольших фермерских хозяйств. Масса трактора составляла 495 кг, а колесная база 106 см. АМЖК-8 оснащался казахстанским двухцилиндровым двигателем СК-1220 мощностью 11 лошадиных сил, пятиступенчатой коробкой передач, валом отбора мощности и гидравлической навеской. Производился АМЖК-8 несколько лет. После завершения производства завод «Гомсельмаш» к малогабаритной технике не возвращался. Компактные машины позволяют механизировать труд там, где использование крупной техники экономически нецелесообразно, либо просто невозможно. Будь то небольшие строительные площадки или садовые участки, мини-тракторы проедут везде. Они копают, толкают, культивируют и сеют, оставаясь основной силой как в малом сельском хозяйстве, так и в сфере коммунальных работ. Какими будут машины будущего? Скоро узнаем. Но на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.